Когда в школьной столовой наступила тишина, пластиковый поднос с грохотом ударился о плитку, а еда разлетелась по полу. В следующее мгновение послышался смех, громкий, злобный, уверенный. 3 парня стояли над девушкой, будто наслаждаясь властью. «Добро пожаловать в Кингстон-Хай, новенькая», — сказал один из них, растянув губы в ухмылке. Ава Рид подняла взгляд. В ее спокойных серых глазах не было страха, лишь безмолвие, выточенное годами дисциплины. Никто не знал, что за этой тихой внешностью стояли годы тренировок с ее отцом, бывшим инструктором спецназа. После его гибели Ава дала обещание никогда не применять силу, если только это не вопрос защиты. Она приехала в этот город недавно с одним рюкзаком и коротким письмом из приемной комиссии. Новая жизнь, новая школа, шанс начать все заново. Но подростковая жестокость оказалась куда страшнее любого армейского полигона. С первых дней Ава стала мишенью для троицы – Рика, Дэйва и Тома. Звезда школьной команды Рик любил внимание и считал себя неприкасаемым. Первые недели она молчала, не реагируя. Но чем больше она игнорировала издевательства, тем сильнее они становились. Однажды, когда Ава собирала свои книги с пола, рядом присела Клара, хрупкая девочка с очками и тростью. «Они и меня так доставали», — тихо сказала она. «Но молчание не поможет». Ава ответила спокойно. «Иногда молчание сильнее слов». Клара грустно усмехнулась. «Только не в этой школе. Здесь молчание пахнет страхом». На следующий день хулиганы пошли дальше. В обеденный зал ворвалась их компания, гремящая смехом и подначками. Ава сидела одна, ела свой сэндвич. Рик подошел, поставил руки на стол. «Эй, новенькая», — произнес он громко, — «почему не приходишь на игры? Боялась увидеть настоящих мужчин?» Столовая взорвалась смехом. Ава спокойно посмотрела на него. «Ты всегда повторяешь одно и то же». Рик нахмурился. «Что ты сказала?» Я спросила. «Ты закончил?» Смех стих. В воздухе повисло напряжение. Тогда Том, пытаясь показать себя, толкнул ее плечом. Ава пошатнулась, но не упала. Рик же не удержался, схватил ее под нос и толкнул в грудь. Пластик ударился об пол, и все стихло. Она медленно поднялась. Ее взгляд стал ледяным, а движения — уверенными. «Ты ищешь повод для драки», — тихо сказала она. «Поздравляю, ты его нашел». Прежде чем кто-то успел моргнуть, Ава сделала шаг вперед. Одним точным движением она ушла от удара, ударила в плечо, и Рик оказался на полу. Том бросился на нее и мгновенно оказался в болевом захвате. Дэйв застыл, не решаясь подойти. Телефоны вспыхнули камерами, кто-то вскрикнул. Ава отпустила Тома и выпрямилась. «Я не хочу причинять боль», — сказала она ровно. «Но не путайте доброту со слабостью». Учителя вбежали через минуту. В столовой стояла мертвая тишина. Ава просто взяла рюкзак, перекинула через плечо и спокойно вышла из зала. На улице ее догнала Клара. Это было невероятно. Ава покачала головой. Нет, это просто было нужно. В тот день слухи об Ава Рид облетели всю школу. И с этого момента никто больше не осмеливался смеяться, когда она проходила по коридору. Тихая, собранная, словно шторм, готовый начаться лишь тогда, когда другого выхода не останется.